Всем доброй ночи. Если честно, даже не ночи, а доброго утра. Пока кто-то занят сплетнями, слухами, копанием ямы для других, я занята тем, чтобы отдавать побольше полезного и помочь людям. На самом деле наша жизнь на этой земле уходит как одно мгновение. Не успеешь оглянуться, а уже пора в вечность. И потому я каждую минуту своей жизни, каждый день хочу потратить с пользой. Я поставила перед собой цель отдать миру столько полезного и столько работать, чтобы каждый мой день что-нибудь в этой жизни оставлял. Я должна наверстать упущенное, потому что у меня очень много лет ушло на то, чтобы просто выжить в этом мире, не погибнуть. Просто создать свое гнездо, гнездышко. Просто выносить, родить ребенка. Просто спасти себя от болезней. Просто выжить. И я думаю, что этот опыт мне пригодился в жизни. Ведьмам дают очень много испытаний. Они должны это пройти, чтобы понять любого человека, чтобы иметь мудрость, вселенскую мудрость. И через такие страдания им раскрываются тайны Вселенной. Просто начитанный человек – это еще не значит ведьма. Можно очень много умного прочитать, изучить, но при этом тебе не откроются завесы тайн, которые даны избранным. Мне они открылись и открываются, и я хочу свою жизнь потратить с пользой. Пусть другие занимаются грязью, а я буду заниматься работой, с вашего позволения. Дорогие друзья, магия очень многогранна. В древних заговорах есть очень много такого, что могло бы вас шокировать. Знаете, магия совершенно не стеснительна в выражениях. И есть заговоры, в которых наглядно и открыто называют вещи своими именами. Называют мужской орган, женский орган, как мы привыкли слышать в первозданном своем названии, и многое иное. Есть снятие с глаза со всего тела человека, и там просто перечисляется буквально народным фольклором все, что есть. Потому что это первозданная религия, и она не выбирает слова. Она говорит напрямую, как есть. Есть ритуалы, в которых определенные вещи, опять же, могут шокировать людей. Все, что я вам дарю и показываю, это, знаете, как букет, собранный среди всех этих работ, как можно с меньшим стрессом для вашего подсознания. Потому что есть очень запретные вещи, есть такие вещи, которые я никогда не покажу, но если только поделюсь с теми людьми, которые мне близки и которых я знаю, доверяю. К большому сожалению, время показывает, что скольким бы ты ни делала добра, иногда эти люди оказываются по ту сторону баррикад, и тебе становится омерзительно. Знаете, иногда откровенно говоришь с человеком и думаешь,
А вдруг опять это голосовое где-нибудь окажется когда-нибудь в открытом доступе. Мерзко это все, ну куда деваться, это жизнь, это плата за известность. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше и меньше у тебя друзей. Но они самые настоящие, самые верные. Так вот, вот этим друзьям я и даю определенные вещи, которые не должны быть в общем доступе. Я имею в виду такие, которые шокируют людей и которые не для всех. Но для обычных людей я, собственно, дарила и дарю, и буду дарить для них доступное, полезное, то, что им поможет в жизненных ситуациях. Но некоторые вещи вам придется делать именно так, как я говорю, как бы это для вас ни было неприемлемо, потому как, еще раз объясняю, это придумала не я, это закон. Закон, по которому строится вся магия. Я, по сути, дорогие друзья, ни секунды не отступаюсь от учения древних ведьм, тех, которые были до нас. Никак. И все, что я построила на знаниях, полученных от них, от этих поколений, от этого опыта, это все строится на первоначальной силе, на первоначальных законах. И я никак не отступаю от них. Поэтому они и получаются. Вы видели мой рабочий стол. Эти книги, там очень много редких книг. Когда некоторые по дискотекам шастали, я сидела до утра, изучала эти книги. Мне давали некоторые книги, с которых я снимала копию для себя, потому что этих книг больше нет. То есть мне не дарили, я просто брала. За некоторые книги я платила. Я платила, чтобы они у меня оставили неделю с чем-то. Писала расписку, что эта книга у меня. Снимала с этих книг копии. А потом отдавала обратно. Потом с этих копий еще снимала копии на всякий случай, если вдруг это пропадет, чтобы то осталось у меня. Мне дарили еще тогда старинные книги, и сейчас дарят. Как видите, я уже немало старинных книг вам показала. Некоторые из них, скажем, на тайском языке и так далее, но это не помеха в наше время перевести. Даже текст можно сфотографировать, кинуть в определенный, там есть сейчас всякие есть программы, и эта программа сама переведет это все, понимаете? Я имею в виду, что вот эти все черные иконы, старинные книги, заговоры, тетради, подаренные мне с разных концов мира, бабушек своих, дедушек, их книги теней, их атрибуты, которые остались, даже их украшения и прочее, всех этих людей силы, они не просто так стекаются ко мне, они стекаются ко мне потому, как эти души знают, что я сохраню и передам в достойные руки. Так вот, если бы я не была просто фанатом своей работы до такой степени, чтобы сутками столько отдавать людям, то не было бы у меня совершенно ни удачного колдовства, ни благодарности, ни даров, ни результатов таких. Только человек, который фанат своей работы, может добиться результата. Только тот, который достиг твоего уровня, твоей вершины, имеет право тебя осуждать или обсуждать, или что-либо говорить, и то говорить достойно. Поэтому все остальное – это всего лишь шушера, которая грызется между собой и будет грызться. Буквально недавно провела ритуал к лешему, в котором призывается, чтобы враги грызлись, как звери в лесу, и на тебе следующая серия пошла «Грызни». Самое смешное, что они даже не замечают, насколько, знаете, кукловод их ведет. Ни один мужчина, как говорят, не верит, что женщина, которую
с которой он встретился неделю назад и влюбился, и все свое имущество переписал на нее, что эта женщина его приворожила. Нет, это любовь, это все ерунда, не верю в это все. То есть он верит, что за неделю он так полюбил, что все отдал ей и доверился, а в это он верит. А то, что это приворот, не верит. То же самое здесь. То есть то, что люди, все народные клоуны становятся, они не верят в это и не видят. Это и есть магия. Так и должно быть. Так вот, дорогие друзья, я хочу этот ритуал подарить матерям для того, чтобы они проводили для своих дочек и выдавали их замуж. Замуж за достойного человека. Потому что духи, которых вы просите, они плохого не приведут. Если у человека серьезные проблемы, настолько серьезные, что все закрыто, это другой вопрос. Насчет венца безбрачия, откройте мой ролик и посмотрите. Венец безбрачия – это миф. Но нету этого в таком понимании, в котором пытаются вам втюхивать. Безбрачие бывает по очень разным причинам. Поэтому это и родовое проклятие, это иногда и влюбленный дух, который не дает выходить замуж. Особенно на Востоке джинны, если влюбляются в женщин, то они не дают им выходить замуж. Они ревниво убирают всех мужчин с ее жизни и так далее. Причин очень много. Венец. Венец, это, знаете, это специально нужно делать. Очень сильный мастер должен нарочно. И то это не венец называется, а порча на одиночество. Есть разруха, есть вековуха, когда это переходит от материнской линии. Просто там женщины либо разводятся, либо не выходят замуж. И многие в роду. Огромное количество причин. Но если причина не настолько серьезная, а просто, знаете, бывает у женщины просто энергия, женская энергия очень слабая. Она не притягивает мужчин. Или может притянуть, но они не остаются в ее жизни. По непонятным причинам исчезают. Да иногда даже, если причина такая серьезная, даже в этом случае может материнская любовь, ее просьба, ее заступничество перед богами за свою дочь помочь с этим ритуалом. Я не буду показывать наглядно, как это проводить, потому что, объясняю, есть ритуалы, которые мне показывать, то есть мне можно только передать, но не показывать, не делать вот этот процесс, не воспроизводить, потому что мне-то не нужно найти мужчину или убрать одиночество, поэтому получится, что я как бы проведу, а смысла в этом нет. Я потревожу просто силой, понимаете? Поэтому некоторые ритуалы я буду вам объяснять, как нужно делать, а вы сами проведете. Ну вот ритуал там от врагов могу показать наглядно. У меня их до хера и больше, извините за выражение. Лишним не будет. Ритуал на деньги могу показать, потому что они даже просто показывая вам наглядно, ко мне они приходят с новой волной. Убрать препятствия могу показать, потому что препятствия мне пытаются создать, и не страшно, если я вам наглядно это покажу. А есть ритуалы, которые мне просто не нужны, в них нет нужды для меня. И если я просто вам возьму это покажу, это как воспроизвести, понимаете? Это как в фильмах, например, приглашает батюшку провести ритуал венчания для кино. А он говорит, а это нехорошо, а это реально произойдет. Я соединю, я свяжу этого мужчину и женщину, потом они в жизни не будут счастливы. И это действительно так. Этот ритуал просто совершится. Хотя понарошку, вроде для фильма, но оно совершится, и этот мужчина и женщина могут потом свою пару не найти, потому что он же их соединил, неважно через какую там силу или религию, или эгрегор, но он провел этот ритуал, понимаете? Вот поэтому есть ритуалы, которые я просто вам буду объяснять, а вы сами проведете. Если ваша дочь никак не выйдет замуж, вот у нее есть женихи, или вот они встречаются, и никак не получается все-таки создать семью, какие-то препятствия, или она слишком стеснительна, вот ей нужно, чтобы кто-то сильный человек пришел там, сам взял инициативу в свои руки.
Это проводят только матери, не бабушки. Это проводят родные матери. Если у вас дочь приемная, к сожалению, с ней этот ритуал провести невозможно. Проводит мать. Делается это следующим образом. Она должна в пятницу купить замок. Купить замок, не взять сдачу. Расплачивайтесь картой или отдайте такую сумму, чтобы то есть не очень много там оставалось сдачи. Если сдачи не берем, покупайте обычный маленький замочек. Приносите домой, закрывайте, ключ нужно спрятать. Отдаете своей дочери. Она должна положить этот замок себе под подушку и с этим замком спать. То есть не вытаскивая 6 дней. Не менять постель 6 дней. Или меняйте перед этим, если вы хотели поменять. Но она должна с этим замком спать и просыпаться. И этот замок не убирать. Прям вот под подушкой замок лежит. 6 дней закрытый. На 7-й день черный материал, скатерть, в общем, черная материя. После 00:00 ночи до 3 ночи. То есть вот у вас 3 часа есть для того, чтобы совершить этот ритуал. Нужно постелить эту скатерть, встать ногами на эту скатерть. Вокруг 6 свечей, обычные восковые свечи. Желательно не взять в церкви, на самом деле, а просто закажите где-нибудь. Пусть не будет это церковное, потому что, хотя там никакой силы нет и никакой энергии нет, но перемешать это все не стоит. 6 свечей. Берете этот замок в руки и проводите, вот зажигаете эти свечи, дочь ваша стоит в этом кругу, проводите вокруг нее, над головой читайте. То есть вот вокруг плеч, вокруг тела проводите рукой. Неважно, по часовой, против часовой, это не имеет значения. Вы просто вот таким вот образом, вот так вот проводите, читаете, вот совершая такой круговорот по всему ее телу, пока свечи горят. Итак, проводите над головой и над всем телом и читайте 6 раз этот заговор. Когда прочитаете 6-й раз, подводите этот замок, значит, достаете ключ, да, положите рядом ключ, подводите этот замок к своей дочери, к женскому органу, вот так вот, почти там. Но нужно это делать. Я понимаю, может быть, кому-то это весело от таких слов, но здесь веселого ничего нет. Вы открываете ее женскую суть. Подводите сюда, 6-й раз прочитали. Там при словах «открываю», «открываете» замок. Дочитываете дальше, после открытия, что там нужно говорить. Ключ отдаете ей. Она должна спрятать в таком месте, в котором вы не знаете лучше. Если даже увидите, не говорите, что видели. Сила от этого не пропадет, но не стоит говорить вообще ничего. А замок берете себе, не закрывая, прячьте. В таком месте, чтобы ни дети, никто не нашел и этот замок не закрыл. Когда ваша дочь выйдет замуж, этот открытый замок киньте в бегущую воду, в реку. Неважно, даже зимой можете кинуть. Именно в реку, не в болото, не куда-нибудь там стоячую воду. В реку или в водоканал. И считайте, что весь, значит, ритуал завершен. Далее. Вот вы открыли этот замок. Свечи догорели, хотя бы до половины. Пальцами их нужно потушить. Это делает все мать. Пальцами это все нужно потушить. 6 этих монет, огарки свечей собирайте прямо
в этой материи. Подсвечники дома можно оставить, их не надо выкидывать. Собирайте в этой материи, 6 монет кидайте туда и завязывайте узелком, уносите под дерево, оставляете и говорите: на успешное замужество откупаюсь. Отворачивайтесь, уходите. С замком и с ключом поняли, что нужно делать. За недолгое время, может, месяца 2-3, ваша дочь обязательно кого-то встретит, а в течение года или полтора выйдет замуж. Это уже проверено. Но еще раз говорю, у кого нет настолько серьезных препятствий, что вот ну ни в какую, то, скорее всего, этот ритуал сработает. Итак, давайте я вам прочитаю. Я прочитаю не 6 раз, а вам нужно будет прочитать 6 раз. Слова такие. Я тебя родила, ты кровь от моей крови и плоть от моей плоти. Ты мое дитя и дитя мироздания. Властью материнской силы, с помощью великих богов, с благословением матерей богинь я открываю твои дороги к супружеству. Заклинаю пламенем, луной и солнцем, землей и водой, огнем и воздухом, печатью вечности. Пусть духи ведут тебя к алтарю. Во имя продолжения рода, во имя новых поколений, с благословения древних богов, я освобождаю твою женскую силу. Открываю твою дорогу к замужеству. Как правда то, что солнце встает каждое утро, и реки стекаются к морям, так правда то, что моя дочь выйдет замуж за любящего мужчину и продолжит наш род. Да будет вечным трон богов. Я открываю замок. Открывайте замок. Ключ вытаскивайте. И дальше. Навеки убираю твое одиночество и благословляю на брак. Замок открыт. Дорога к мужу открыта. Быть тебе замужней. Свершилось. Заклято. Еще раз. Я тебя родила, ты кровь от крови моей и плоть от моей плоти. Ты мое дитя и дитя мироздания. Властью материнской силы, с помощью великих богов, с благословением матерей богинь, я открываю твои дороги к супружеству. Заклинаю пламенем, луной и солнцем, землей и водой, огнем и воздухом, печатью вечности. Пусть духи ведут тебя к алтарю. Во имя продолжения рода, во имя новых поколений, с благословения древних богов, я освобождаю твою женскую силу, открываю твою дорогу к замужеству. Как правда то, что солнце встает каждое утро, и реки стекаются к морям, так правда то, что моя дочь выйдет замуж за любящего мужчину и продолжит наш род. Да будет вечным трон богов. Я открываю замок, открывайте, навеки убираю твое одиночество и благословляю на брак. Замок открыт, дорога к мужу открыта. Быть тебе замужней. Свершилось, заклято. После этого ритуала ваша дочь должна идти спать, ни с кем не разговаривать, берет ключ и уходит, прячет где-то и идет спать. Ни с кем не говорит, не переписывается ни о чем. Она должна идти спать, чтобы этот ритуал начал действовать. А вы берете, тушите свечи, огарки свечей, собирайте вместе с 6 монетами, завязываете в узел, на следующий день выносите, оставляете под деревом и уходите. С замком поступайте именно так, как было сказано. Как только она выйдет замуж, после ее свадьбы, в течение месяца, 2 у вас есть время, отнесите и киньте в реку, в бегущую реку, то есть бегущую воду. А ключ
может деваться куда угодно. Этот ключ уже не важен. Ключ туда не кидайте. Ключ можете где-нибудь хранить, она может быть где-нибудь хранить, может хоть там пропадет она сама, это не имеет никакого значения. Главное, чтобы замок и ключ вместе не находились. Потому что вы открыли все. И, скорее всего, если вы все сделаете правильно, ваша дочь выйдет замуж за короткое время. Всем удачи и счастья в личной жизни, потому что она действительно важна. Когда женщина любима и любит, то она совершенно по-иному смотрит на мир и на жизнь. Но с другой стороны, помните, что лучше быть одной, чем с кем попало. Иногда одиночество намного лучше, чем каждодневные мучения и просто пытки. И это тоже не забывайте. В любом случае, если вы просите у богов, они вам плохого мужа не отправят. Всем удачи!